Приветствую тебя, дорогой подписчик! На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и пиши в комментариях, что именно тебе понравилось и какие темы видео ты бы хотел видеть здесь. Черные дыры — это не просто плохие точки на карте космоса. Это области с колоссальнейшей массой, упакованные в крошечный объем, где гравитация работает так сильно, что свет сам не может выбраться наружу. Но именно в этой тьме рождаются одни из самых ярких эффектов во Вселенной. Аккреционные диски, кольца фотонов, искаженные горизонты событий, иллюстрирующие законы физики на пределе известных условий. История черных дыр — это история взаимодействия материи и пространства-времени, а также история того, как человечество учится видеть то, что раньше было невообразимо темным. Стрела научной визуализации устремляется к галактике Стрелец-А и к гигантской М87. На снимках видно яркое кольцо, акруштерапии, темная область центра. Не круглый, не совсем однородный диск, а светящийся контур вокруг бездны. Этот контраст не ошибка оптики, а след физических эффектов. Свет, который огибает мощную гравитацию, свет, который попадает в ловушку горизонта событий. Вопрос, который будит умы исследователей и зрителей. Почему дыра не выглядит как идеально ровный диск? Причина глубже. Гравитация. Вблизи дыры искривляет пространство все, что мы видим, и рождает уникальные визуальные паттерны. Близко к горизонту событий пространство течет как дорожка для гонок, как водопад в одну сторону. Свет не может пересечь этот предел. Именно здесь заканчивается возможность наблюдать что-либо напрямую. Но за пределами горизонта иные силы могут воздействовать на материю и свет. Электромагнетизм, кинематика плазмы и ротация аккреционного диска. Эти детали важны для понимания того, что мы видим на снимках. Не только черная дыра, но и горячий диск газа, отражающий свет по запутанным траекториям. Изнутри горизонта все направления устремляются к центру. Сингулярность, где по нашим законам материя сжимается до исключительной плотности. Но снаружи пространство искривлено не так же. Приливные силы растягивают и сжимаются вещи в зависимости от расстояния к центру. Этот двойной пейзаж, внутренняя мрачная сила и внешняя картинка создает уникальные условия, которые мы можем увидеть через спектры и интерферометрию. Гравитационные силы заставляют окружающую галактику газа скользить в стабильный аккреционный диск. На безопасном расстоянии примерно 2,6 горизонтов событий начинается устойчивый орбитальный путь яркого газа. Этот диск не просто материал, он источник света и эмиссии, благодаря которому мы можем видеть черную дыру в изображениях. Задняя часть диска криволинейно обводит свет, а сам диск создает не одно, а несколько изображений. Первичная, вторичная и их каскадная серия в зависимости от того, как плотность материала и толщина диска влияют на фотонами. Гравитационное поле дыры не только красит свет в более темные тона и снижает его частоту, но и усиливает сдвиг Доплера для газа, движущегося вокруг дыры. Это значит, что частицы аккреционного диска ближе к горизонту движутся со скоростями, близкими к световым, и излучение становится ярче и синеет. В этом танце световых волн и гравитационных искажений мы можем увидеть, как работает теория относительности в экстремальных условиях. Материя, приближаясь к черной дыре, теряет энергию через эмиссию фотонов, а затем эти фотоны рассеются по направлениям наблюдателя. Плотность и однородность диска, угол его наклона и толщина — все влияет на поток фотонов и на то, какие изображения мы получаем. Это не просто красивый кадр, это набор параметров, который говорит нам о динамике внутри аккреционного диска и о том, как свет путешествует в сильной гравитационной среде. С помощью радиоинтерферометрии с очень длинной базой ученые добиваются разрешения, близкого к горизонту событий дыры и ее фотонному кольцу. В инфракрасном диапазоне наблюдения чаще показывают диск, а не кольцо, но с каждым технологическим шагом мы видим все более четкие детали.
Эти измерения подтверждают теорию с высокой точностью и открывают окна к темной материи и структурам в галактиках. Чтобы понять Вселенную, астрономы строят точные карты скорости галактик и потоков на космических масштабах. Гравитация не просто держит галактики вместе, она управляет расширением Вселенной, сдерживая или ускоряя ее рост в разных эпохах. Карты материи и энергии во Вселенной помогают нам увидеть, как крупномасштабная структура формируется и трансформируется без прямого доступа к этим объектам. Наша галактика и ближайшие соседки движутся не хаотично, а по орбитам и траекториям под действием гравитационных аномалий и массивных структур за пределами нашей галактики. Великий Аттрактор — загадочная зона с большими газовыми и пылевыми облаками и несколькими сотнями галактик. Тянет к себе массы на расстоянии сотен миллионов световых лет. Наблюдения в рентгене и других диапазонах помогают ученым составлять более точную карту движения космических структур и понимать, как огромные гравитационные силы влияют на динамику Вселенной. Звезды — космические фабрики материалов и энергии. Их рождение, взрывы и столкновения рождают не только элементы, но и пути для формирования новых объектов, планет, карликов и иногда черных дыр. Предел Чандрасекара, гравитационные коллапсы и ядерные реакции — все это цепочка процессов, которые ведут к рождению крайне массивных объектов и к общему каркасу галактик. В 2017 году астрономы нашли необычный источник рентгеновского излучения и массу, превышающую предел Чандрасекара, окруженную туманностью из неона. Знак того, что Вселенная хранит еще множество тайн в заоблачных слоях материи. Объекты Торна, жидкого, возникают, когда нейтронная звезда встречается с красным гигантом. Их существование обсуждается давно, и компьютерное моделирование показывает, что такие звезды могли бы образоваться, хотя найти их на небе трудно. Они выглядят почти как красные супергиганты. Эти гипотезы напоминают нам о том, как в космосе возможны редкие и экзотические конфигурации, которые почти не повторяются в наблюдениях, но тем не менее могут существовать в природе. Недавно телескоп Джеймс Уэбб открыл галактику J1 311 с красным смещением равно 13. Свет от нее стартовал 13,8 миллиарда лет назад. В спектре яркая линия Лайман-Альфа, знак пузыря ионизированного газа вокруг галактики. Подробности ее размеров и интенсивности излучения позволяют ученым предполагать, что во Вселенной уже существовали звезды и активные ядра галактик в очень раннюю эпоху. Разные гипотезы о происхождении ее излучения помогают нам понять, как первые звезды и галактики расплодились в раннем космосе. Мы ограничены горизонтом наблюдаемой Вселенной. Свет, который дошел до нас, это след эпохи образования водорода и последующих стадий. Скорость расширения Вселенной и текущие наблюдения ставят под вопрос многие теории о будущем космоса. Ускорение удаления галактик, предметы за горизонтом, которые мы не увидим никогда, и геометрическая форма самой Вселенной. Плоская, но все же с кривизной. Идея инфляционной стадии в ранней Вселенной говорит о том, что пространство могло искривляться и быть многосвязным. Вопросы о глубине пространства, его топологии и нашем месте в нем остаются открытыми. Древние философы и современные космологи спорили о хаосе и упорядочении. В космологии хаос — не противопоставление порядку, а часть процесса. Из беспорядка возникает структура, из простого — сложное. Программа хаотической космологии объясняет переход раннего космоса к упорядоченной Вселенной и описывает рост энтропии как естественную тенденцию систем к более вероятным состояниям. Теория допускает идеи возврата некоторых процессов во времени и существования циклических моделей эволюции космоса. Однако на практике наблюдением мы видим лишь то, что время идет вперед, и каждое новое открытие добавляет еще один штрих в огромную картину мироздания. Суперкластеры, такие как Великая стена Слоуна и Великая стена Босс, показывают, что Вселенная — это не набор разрозненных объектов, а сеть нитей, стен и пустот.
Галактические нити простираются на миллионы и миллиарды световых лет, соединяя галактики в гигантские структуры. За пределами больших структур мир вращается вокруг огромной силы гравитации. Наблюдения с помощью телескопов и анализа спектров позволяют реконструировать динамику этой паутины и понять, как тяготение формирует трехмерное размахивание материи. Мы живем в эпоху великих открытий. Экзопланеты типа К2-18b дают нам примеры планет-океанов, где вода может существовать в жидком состоянии на глубинах десятков километров. Атмосфера таких планет, их орбиты и влияние красных карликов — все это часть большой картины, в которой возможно существование жизни вне Земли. Но одновременно с этим наш взгляд на Вселенную остается ограниченным. Мы знаем лишь долю от того, что есть за горизонтом нашей наблюдаемой области. Это вызывает философские вопросы о месте человека во Вселенной и о том, может ли быть живая Вселенная когда-нибудь воспринята в рамках науки и опыта человечества. Закрывая хронику наших наблюдений, мы возвращаемся к практическим примерам и реальным открытиям. Экзопланета. К2-18b, найденная Джеймсом Уэббом. Не просто новая планета. Это окно в возможность океанов за пределами Земли, где биосигнатуры и органика, обнаруживаемая в атмосфере, заставляют нас переоценить границы жизни во Вселенной. Формирование планет океанов и ледяных гигантов напоминает нам о разнообразии путей, по которым миры могут возникать и эволюционировать. А дальние галактики и эпохальные структуры, такие как J1311 и Великие Стены, напоминают: Вселенная огромна, и в ней столько тайн, сколько звезд на небе. И все же перед лицом таких объектов, как черная дыра, и перед лицом расширяющейся Вселенной, мы сталкиваемся не столько с вопросами «как», сколько с вопросами «почему» и «что это значит для нас». Глубокое понимание Вселенной требует гармонии между наблюдениями, моделированием, философскими размышлениями и технологическими достижениями. Мы продолжаем исследовать пределы знания, расширяем наши горизонты и учимся жить с ощущением бесконечности. В этом процессе космос превращается в учителя, который говорит нам о величии природы и о роли человека как наблюдателя, исследователя и создателя смысла.